Всех приветствую, меня зовут Ева, и в данном видео я буду делать молды-вайнеры, используя натуральные листья и лепестки цветов. Под прошлым моим видео по созданию силиконовых молдов мне задавали вопросы, можно ли таким способом сделать оттиски лепестков или листьев. Вот сегодня и проверим. Я расскажу, что мне понравилось, а что не понравилось. Буду делать оттиски листьев и лепестков тюльпана. Аккуратно отделяем лист тюльпана от стебля. Если требуется, подрезаем его снизу. Также аккуратно отделяем и лепесток тюльпана. Я решила сразу на всякий случай подготовить два лепестка. Один из них внутренний, а другой наружный. Они отличаются по форме. Также понадобится санитарный прозрачный силиконовый герметик. В прошлом видео я уже говорила, что к бренду не привязываюсь, просто беру в строительном магазине самый бюджетный его вариант. Кроме того, понадобится пшеничная мука. Просеиваем муку через сито на рабочую поверхность. В горке муки создаем воронку и выдавливаем сюда силиконовый герметик. Смешиваем муку с герметиком. Работать лучше в перчатках. И еще, этот герметик обладает насыщенным уксусным запахом. Работать лучше в респираторе и в проветриваемом помещении. Есть еще один вид силиконового герметика, он продается с пометкой нейтральный. У него и запах более нейтральный, но его стоимость на порядок выше санитарного герметика. После тщательного замешивания массы отделяем от нее небольшой кусочек, обрабатываем скалку мукой, чтобы не прилипало, и раскатываем подготовленный кусочек массы, согласно размеру лепестка. Укладываем лепесток по центру лепешки и немного вдавливаем. Затем пальцами приподнимаем бортики, чтобы обрамить лепесток массой, и он спокойно принял свою форму. Сверху прижимаем лепесток небольшим кусочком такой же массы, распределив его ровно по поверхности лепестка. Излишки массы можно срезать и использовать при изготовлении следующего молда. Далее раскатываем из массы колбаску, укладываем ее на стол, погружаем в нее лист цветка, вдавливаем и, если требуется, приподнимаем бортики. Центральную часть прикрываем отдельным кусочком массы. Смотрите, чтобы внутренняя масса не склеилась с внешней. Лучше сразу создать надрезы канцелярским ножом в местах стыков. Ну и излишки срезаем. По прошествии суток молды полностью застыли, и мы можем посмотреть, что же из этого получилось. Фактура лепестка отпечаталась хорошо, полностью соответствует оригиналу. Сам лепесток необходимо удалить с молда. Вот такие две детали у меня получились, позже их опробуем, но сначала посмотрим на вайнер с листом тюльпана. Удаляем лист и видим потрясающую фактуру. Очень хороший результат, все жилки отпечатались идеально и заметны невооруженным глазом. На второй детали жилки менее выражены, но тоже присутствуют. Ну и давайте их опробуем. Для начала попробуем создать лепесток из фоамирана. Прикладываем заготовку к разогретой подошве утюга, затем вкладываем ее в молд и хорошенько прижимаем второй частью. Мне очень понравилась форма получившегося лепестка из фоамирана, но жилок вообще не видно. Получается, их необходимо будет расчерчивать иголочкой вручную. Но изгиб лепестка, конечно, очень мне понравился, смотрится действительно натурально. А сейчас попробуем создать лепесток из самозатвердевающей массы. Распределяем массу внутри молда, прижимаем второй частью и смотрим на результат. Здесь все жилки отпечатались хорошо. Ну а сейчас проверим работу молда листа с фоамираном. Разогреваем лист из фоамирана на подошве утюга, вкладываем в молд и прижимаем второй частью. Раскрываем и видим едва заметные жилки. Я считаю, здесь тоже нужно расчерчивать жилки вручную иглой или не пишущей ручкой. Но форма листа очень порадовала, изгибы смотрятся действительно реалистично. Его тонировать пастелью, расчертить жилки и получится отличный результат. Ну и конечно же попробуем создать слепок из самозатвердевающей массы. Получается замечательная фактура листа тюльпана, только края нужно пригладить. Такая фактура смотрится действительно очень красиво. Итак, мои выводы. Для создания фактуры на фоамиране такие вайнеры не подходят, но подходят для создания формы лепестков из фоамирана, а необходимые жилки придется создавать вручную.
А вот для самозатвердевающей массы они подходят идеально. Фактура здесь отпечатывается как нужно. Причем это относится как к молду лепестку, так и к молду листу. Но я все же буду пробовать делать вайнеры из других материалов, которые помогут мне создавать не только форму лепестка или листа, а также выделять необходимую фактуру при работе с фоамираном. Сейчас меня интересуют вайнеры, предназначенные для работы с фоамираном, поэтому буду думать дальше над наиболее подходящим для меня способом. Вот такое сегодня получилось видео. Думаю, каждый сделал для себя необходимые выводы. Ну и как всегда, самое главное, берегите себя, а также своих близких. Надолго не прощаемся, ведь видео выходят каждую неделю. До новых встреч. Пока-пока.